Алло, Либелойте, в смысле привет, народ. Сегодня я вам предлагаю сравнение двух моделей от практически Defier. Это Defier S880 MK2 и Air Pulse от Фила Джонса, младшенькие его мини-мониторы, это A80. К этому сравнению меня подстегивали многие слушатели, им было интересно, что выбрать из этих двух моделей, нужны были аргументы, которые я вроде бы могу вам подкинуть. Давайте рассмотрим эти модели. То есть мы в обзорах этих обоих моделей разбирали уже детали их конструкции, но я сейчас хочу какие-то общие черты выявить, которые влияют на ваш выбор. Прежде всего, S880 MK2 это более новая модель. Она выполнена на более современной элементной базе. Там применены более современные интерфейсы, которые могут показаться привлекательными современному пользователю. С другой стороны, выполнены известным басофилом, конструктором Филом Джонсом, музыкантом, инженером, с применением ленточных твиттеров практически от Foundtech, моими любимыми, скажем так, явно стоят в более высоком ценовом диапазоне и качественном. То есть там качество достигается путем применения еще более качественных компонентов. То есть и эдики тоже постарались здесь, в этих 880-х своих, они применили и современные усилители, и 1,25 дюймов титановые твиттеры и алюминиевые мидвуферы. То есть все как. И, кстати, полизащитные колпачки у этих мидвуферов удивительным образом напоминают филджонсовские колпачки. Это очень важный момент, то есть такой тонкий момент. Поэтому это очень похоже, что запозычено, как это по-русски, повзаимствовано эдиками у Фила Джонса. Но, тем не менее, давайте рассмотрим, что же как бы объединяет эти и различает эти модели хотя бы по параметрам. Давайте-ка я включу. Итак, перед вами A80 спецификация. Здесь вы можете посмотреть, что предлагается. Тот же XMOS, тот же высокой эффективности класса D усилитель, 18 мм толщиной, панель МДФ используется, что, в общем-то, хорошо в плане отсутствия дребезга. Имеется выход на сабвуфер, который, впрочем, имеется и у конкурента тоже, но об этом позже. Частотный диапазон заявлен как 52 Гц-40 кГц. Применен 4,5 дюймовый вуфер с алюминиевым диффузором. И твиттер, как я сказал, ленточный с рупорным оформлением твиттер. Чувствительности по входам, все параметры показаны, размеры, вот максимальные 250, я полагаю, что это высота и вес 9 кг. Что же касается 880-ки, вот примененные динамики, то есть, как я сказал, титановый твиттер и 3,75, то есть несколько меньше, но длинноходная алюминиевая диафрагма вуфера выполнена очень похоже на вуфер у конкурента. Ну, чувствительности показаны. Насчет размеров, значит, максимальный размер 237, то есть если тут был размер 250, то стало быть эти немножко меньше. Это двухпалочка, на нее и басовичок поменьше, и объемчик, видимо, поменьше, но зато более современная, допустим, интерфейс. И вес 6 с лишним килограмм. Такие дела, дорогие друзья. Что я могу сказать? Качество достигается, высокое качество, к которому стремятся все конструкторы и отделы маркетинга, которые спланировали эту любую модель. К этому качеству стремятся разными путями, применяя разные технологии, разные материалы, разные компоненты, разные концепты. Ну, здесь концепт как раз одинаковый. Обе модели построены по биампингу, что очень хорошо. То есть там активные фильтры, управляемые DSP, Digital Signal процессором. И делает он это, безусловно, практически идеально. Поэтому такие комментарии, как нет середины или нет верхов, не имеют смысла. Вам может не нравиться воспроизведение каких-то средних частот той или иной модели, но заявить о том, что там чего-либо нет, уверяю, вас там все есть.
И от вас остается только сделать вывод, нравится вам эта модель или нет. Если в мои годы, когда я служил под знаменами герцога Дамликорна, купив какую-то колонку или костюм, нужно было его допилить до состояния, которое вам кажется более предпочтительным, то в этих современных вещах допиливать нечего. Ну, например, iPhone. Вот что вы купили iPhone, что вы там допилите в этом iPhone? Вы даже корректнуть программы не можете, которые там на нем стоят. Понимаете? То есть то же самое примерно происходит с колонками. Люди говорят, а вот я понижу там частоту раздела. Ага, сейчас ты понизишь. Дело в том, что сорцы, то есть исходники прошивки вам никто не даст. Даже если вы бы смогли перепрошить это все дело. Поэтому вряд ли это получится. А перенастроить порт фазоинвертора, да, особо рукастые умельцы могут, но уверяю вас, что если бы можно было сделать лучше, на фабрике бы лучше сделали. Потому что дурных сейчас нема. Все ценят конкурентную борьбу, в которой проиграть не хотят, потому что их просто выгонят с работы. Если они это сделают, если допустят очевидный ляпас какой-то. Поэтому уверяю вас, что и та, и другая модель выполнены оптимально. Знаете, что такое оптимально? То есть не отнять, не добавить. Вот это очень важно. Другое дело, что вам может не понравиться результат. Вот это уже творческая, субъективная оценка. Вот у меня, например, у меня нет таких колонок. Уверяю вас, я бы мог такие приобрести, или эти бы мне подарили, допустим, какие-то из этих колонок. Мне не надо. Ну, то есть совсем не надо, понимаете? Я такими не пользуюсь, не потому что я брезгую, но просто не надо, знаете. Такое есть. Вот. Поэтому я их не нахваливаю, я рассказываю разницу между ними, о их потребительской ценности, допустим. А они богаты на эту ценность потребительскую, от обилия интерфейсов. Хотя есть любители, которые заругают и этот набор интерфейсов, потому что им подавая еще Wi-Fi, чтобы было, и HDMI еще. Ну, вот. Я не знаю, почему не делают HDMI в частности. Думаю, что там что-то с лицензированием связано. И оно бы стоило, допустим, там дороже где-то. Это тоже причина, почему у Эдиков не было Dolby в театрах, в аудиотеатрах 5.1. Не хотели они платить, Dolby Laboratories, да. А тот парень, конечно, хорошо устроился. Он сидит в Калифорнии, свесив ноги и собирает с каждой колонки с лейбой Dolby Laboratories, Dolby декодера денежку. И правильно делает, конечно. Это вот именно умом заработанные деньги. Вызывает уважение, безусловно. Другое дело, что страдают потребители, в частности, вот Эдифар таки прикрыл, по-моему, тему с этими театрами 5.1. Ну, я не слышал там ничего нового, не допустим, в этом плане. И здесь тоже, вот, я не знаю, почему нет Wi-Fi. Честно, я не знаю, зачем он нужен, потому что я не знаю, зачем телевизору нужны колонки. Звук от этого телевизора, например, у меня скромный совершенно 40 дюймов Panasonic. Звука мне хватает для того, чтобы смотреть какие-то фильмы, какие-то новости я не слушаю, там не знаю, что это такое речевое, допустим, дикторское. А слушать музыку у меня колонки есть. И беру я ее не с телевизора, я ее беру из какого-то тюнера, там, стримингового, там, еще чего-нибудь может быть. Вот у него должны быть выходы на аудио, те, которые вам, допустим, оптимальные. Опять же, это очень важно, чтобы был оптимальный набор входов-выходов, интерфейсов. Потому что если вот так вот правой рукой левое ухо почесать, то есть там ЦАП, ШМА, ПЦП, потом опять ЦАП, ШМА, ПЦП, несколько раз, то у вас, извините, от исходного сигнала практически ничего не останется. То ли дело у меня. У меня вот проигрыватель. Кстати, вот это вот MC головка стоит, чтобы вы понимали. Нет, ресивер. Ну и корректор там есть. Я могу его не включать, тут тоже есть корректор. Ну, я, конечно, шучу, это никому не надо возня. Конечно, сейчас цифровой век, и музыку надо хранить в файлах и в облаке где-нибудь, а вовсе не дома у себя в кармане. Все так. Остается только творческий аспект. Какая музыка первая? Это зависит от уровня культуры, вашего воспитания и так далее, окружения, среды вот этой самой партийной, которая кругом. Ну и техника, реализация воспроизведения этой музыки зависит от цели. Если вам нужна комфортная музыка,
то тут одно из двух. Либо это наушники, либо это какая-то скромная акустическая система, типа вот такой вот мультимедиа, предположим. Если у вас задача делать танцпол, вы должны купить прошный какой-то комплект с какими-то топами, какими-то сабами и вставить, так сказать, вот, что положено. Если вы убеленный сединами аудиофил, который ценит чистый красивый звук, вам нужны огромные колонки по 2 кубометра объемом и комната для прослушивания хотя бы больше 30 метров хотя бы, лучше 50-70, больше уже не потянут эти колонки. Дело в том, что то есть можно было бы сказать, что дворец, там Версаль, но для Версаля там только прошная техника подходит, а из домашки ничего, к сожалению, не пойдет. Не знаю, что меня понесло в эту сторону. Я просто хотел вам объяснить, чтобы что эти колонки имеют некое назначение, и использовать их по другому назначению, или анализировать их с позиции аудиофила, продвинутого на прошных каких-то или студийных решениях, не стоит. То есть по сеньке шапка должна быть. Затем пока хорошего прослушивания, пишите, что вы считаете, кто же победил. И, кстати, вот чтобы слушать вот эти колонки, в частности AirPulse с ленточными дверями, надо, чтобы ваш контроль был не хуже, а это не просто, прямо скажем. Поэтому наушнички, ребята, вот, я бы так посоветовал, если вы серьезно хотите проанализировать испытуемую пару по высоким частотам, предположим, кто из них лучше решает задачу, то ли Titan 1.25 дюйма в исполнении дефайров, то ли модель CD3.5 от Fontec все-таки. Затем всех благ, auf Wiedersehen, дорогие мои. Однако, филиночку, давайте проанализируем кривые импедансы этих систем для того, чтобы понять, как глубоко настроен резонатор, у кого глубже, так сказать. Вот это перед вами кривая импеданса A80 AirPulse, а вот это, соответственно, S880. Давайте-ка их сложим и посмотрим, кто из них лучше. Трудно сказать, кстати, что кто лучше, а вот глубже получилось A80 с настройкой примерно в 58 Гц, а вот 880 с настройкой в 60, грубо 5 Гц. Вроде бы как повыше настроено, однако давайте послушаем, как они реально звучат, с тем, чтобы сделать окончательные выводы.